Большой привет, товарищи, с вами Катархон Тискал, и сегодня мы вам покажем новое DLC «Ни шагу назад», где переработали Советский Союз, страны Прибалтики и Польшу, а также ряд основных механик игры. И данное видео стало возможно благодаря кооперации с пароходами, которым большое спасибо за это, они прислали раньше времени DLC и позволили нам его заснять и показать вам, чтобы вы лучше познакомились с новыми особенностями и окончательно решили, брать это DLC или же нет. По поводу выбранных нами стран, я сел за СССР, чтобы отыграть путь Сталина и показать вам новую механику своеобразной паранойи, а также способ, как с ней разобраться менее болезненно. Искл же сел за Польшу и решил пойти по пути восстания Польского Зеленого Союза, по которому в итоге можно стать как коммунистом, так и демократом. Так что в общих чертах вы увидите два основных этих направления, также новую механику снабжения, новые фокусы и в целом то, как играется за эти страны. Ибо мы постараемся также провести небольшую кампанию военную и посмотреть, как себя яишка чувствует в новом DLC. Но уже более подробный показ самих фокусов, разных путей и прохождений ждите уже, когда окончательно спадет эмбарго. Там и за Советов можно не раз сыграть, и за Польшу, и за каждую из стран Прибалтики. И думаю сделать отдельный ролик, таймлапса, чтобы посмотреть, как немцы и Советы в новых реалиях будут противостоять друг против друга на историческом фокусе. Также можете свои идейки накидывать, чтобы вы хотели увидеть в первую очередь. Я постараюсь к ним прислушаться и показать их как можно быстрее. Ну и, конечно же, ждите новых ачивочек. Их очень много интересных и годных. Ну а сейчас к партии. Мой самый главный сейчас совет тебе: никуда их не переводи. Пускай они остаются на своих местах. Сейчас будет лютая нехватка по снабжению. Тут, думаю, сразу же стоит сказать о снабжении. Оно весьма сильно поменялось. И с ним придется какое-то время повозиться. Так как мы с ним не разобрались, то был ряд проблем, но на самом деле не так уж и сложно. У вас есть торговые центры, от которых идет снабжение, притом начинается все от столицы. И именно оттуда распределяется все ваше снабжение. И лимит этого снабжения в том числе зависит от мощности вашей промышленности. Так что какая-нибудь маленькая держава спам-дивизии теперь сделать не сможет. А вот крупные державы вполне себе могут разместить много дивизий. Но здесь проблема то, что все это идет по узлам. Вот по этим железнодорожным, по ним все хорошо. Вот чем провка дальше от этого узла, тем проблемнее туда доставить снарягу. И тут тоже не все так просто. Снаряга доставляется как вот ЖДшкой, потом от ЖДшки она может доставляться лошадьми, а можете вы улучшить, и она будет доставляться моторизацией, которую вам, естественно, надо будет производить и оснащать ей ЖД-пути, то есть дополнительно тратить не совсем на армию, а на просто снабжение. Кроме того, можно эти узлы улучшать, перестраивать. В общем, много придется здесь всего нового осваивать и разбираться. Так что не удивляйтесь, что в первое время у вас будут красные узлы, будет сложно. Например, тот ролик, который выйдет у Искла, где мы играли в паре за Германию и Советов, там у Искла будут проблемы с тем, чтобы пробраться в Афган именно из-за снабжения. Так что можете заценить его ролик, как раз этот момент. Надеюсь, он его вставит над тем, как он старательно пытался преодолеть красную линию снабжения. На самом деле механика интересная, весьма годная. С ней, если разобраться, то можно очень много стратегий придумать, отрезать от снабжения, перекрывать ВДВшками. Так что, как по мне, это реально шаг вперед, хотя он и усложнит игру. И придется посидеть, поразбираться. Больше захватывает Данцик, о нет, агрессор. Агрессор. Тут мельком вы можете лицезреть новое командование. Теперь доктрины вы покупаете за опыт. Не надо их исследовать и тратить чеку исследований. А чтобы быстрее можно было накопить этот опыт, теперь еще больше советников, которые этот опыт добавляют, притом в большем количестве. Так что я в целом не заметил проблем с тем, чтобы новые доктрины открывать. Да, придется нанимать как можно раньше командиров, притом тратить на них как политку, так и командный ресурс. Но вдобавок к этому ты получаешь неплохие бонусы от самих командиров. Можешь также даже генералов, своих фельдмаршалов делать в будущем советниками. И кроме того, в командовании армией, флотом и военно-воздушными силами есть возможность выбрать ряд улучшений. У вас будут чаще какие-то черты у генералов появляться, у вас будут какие-то бонусы, скидки. То есть теперь можно глубже настроить это дело и получить те бонусы, которые нужны именно под твою стратегию. На самом деле это будет, наверное, интереснее смотреться в сетевой, когда ты будешь против других игроков противостоять. И вот от этих мелких решений будет зависеть, по сути, судьба всей компании. Я только сейчас заметил, что мне надо было в регионы под свой контроль брать, а я ни один регион под свой контроль не взял.
Это вот где это показывалось. Я только привлекал на свою сторону генералов и все. Бери сейчас. Даже с малым количеством я тебе Да. добровольцев отправлю, справимся. По идее, у меня Гдыня, Плотск, Познань, Варшава. Я, наверное, Краков возьму под свой контроль. И Белосток только смогу, наверное, и все. Слушай, что? Твои марионетки восстали. И всю малину, походу, мне портить будут сейчас. А я не могу вступить за них, поэтому... Надеюсь, они проиграют твои марионетки. Я очень на Я это не понимаю, в надеюсь. чем эта суть, если я не могу за них заступиться даже. Ты смотри, как она разрывает. Ты- Просто ты- обе, и та Эстония, и Литва, они все разрываются. Почему? Еле? А когда я Как? играл, нельзя было так сделать? Как так? Я ничего не делаю, если что, особо. Ну, Я тебе верю, это они сами. теперь же по паранойи и чисткам поболтаем. На самом деле механика до ужаса простая. Они у тебя начинаются с ивента, где выскакивают, что Сталин, паранойя, все дела. Начинается ряд дел, и эта паранойя будет копиться. По 2, 3 или 4 единицы в неделю, в зависимости от твоего продвижения по ветке фокусов, от советников, от событий. И вроде бы здесь ничего страшного, но как только у тебя накопится 25 и выше, будет шанс просто небольшой чистки, а как накопится 75 и выше, будет риск большой чистки. И как вы понимаете, разница между этими чистками в количестве советников, которые ты потеряешь. И я, чтобы разобраться с этой политической паранойей, просто упирал именно веточку фокусов на эту паранойю как раз. Притом в этом есть смысл, ибо ряд ключевых фокусов требует, чтобы предыдущий был взят 175 дней назад или же позже. То есть тебе придется взять этот фокус, взять потом какие-то другие, чтобы дождаться момента, чтобы дальше двигаться по древу. И вся паранойя в итоге закончится тогда, когда ты возьмешь определенный фокус, и ее больше не будет. По пути до того, как ты закончишь полностью паранойей, тебе придется ряд обязательных чисток провести. Так что часть советников ты потеряешь. Но я, если не ошибаюсь, потерял всего 5 или 7 советников за весь этап этой чистки и борьбы с паранойей. То есть это не так уж и много. Искл же до этого, когда играл за советов, он, наверное, это в ролике тоже покажет, он не упирал в это древо, и у него в итоге там чуть ли не большая часть министров погибла. Он там говорил, что у него буквально несколько человек осталось, которых можно поставить. В противовес этому же, когда я упирал именно вот в борьбу с политической паранойей, у меня почти все советники были. Так что тут, видимо, будет зависеть от игрока. Хочет он быстро бороться, пожалуйста. Сохранит всех советников, но потеряет время на борьбу. Не хочет, можно забить, пускай там паранойя это растет, пускай происходят большие чистки, а ты можешь пока чем-то другим спокойно заниматься. Но проблема в чистках тут не в том, что ты только советников теряешь, также ты можешь и генералов терять. Поэтому тут какой-то микс надо найти, чтобы и быстро разобраться с ней, и чтобы не потерять всех людей, которые могут в будущем руководить как твоим кабинетом министров, так и твоими войсками. В общем, интересная механика, да, можно ее посчитать немножко шизой, но я думаю, эта механика, переделанная, доработанная в ряде модов, будет смотреться очень классно. Меня отрезали от снабжения, когда они успели. А Ишка стал, кстати, активнее воевать. А вот Испания видит, что испанцы очень активно котлили, и сами, правда, в котле. Да. И Ишка стал намного чаще котлить. Он теперь просто не сидит, не думает по 5 часов, что мне сделать. Ай, не успели. Блин, еще и снизу дивизия. Ударил, пошел. там еще снизу другой. Ай-яй-яй. Хотя есть Давай еще ты тогда... О, подожди, я могу вот этой, а он вот этой остановить. И Вот, ты сейчас котел отлично. сделаешь. Все. Все, норм. Я на север быстро переезжаю, потому что они тоже перекрыть там пытаются. Лол, как меня в котел опять взяли? Что это за бред? Возле Варшавы. Ой, Варшаву могу взять. Бери. Дадут бери. или не дадут? Только они Котел щас- могу расформировать. Подожди, они через Лодзь идут. Держи их в Лодзе, а то они сейчас пробьются дальше и перекроют еще на 2 фронта. Варшава должна... Ой-ой-ой, что они делают? Я тебе говорю, они под Лодзем прям в атаку пошли. А то что-то я так твоей войной увлекся, что про себя-то и забыл. Все. Аллилуйя, неужели? Ой, я зелененький стал. Мне цвет нравится твой. Прям чисто ради цвета можно сыграть. Мгм. Польский Неважно. крестьянский союз даже звучит прикольно. Добрый вечер. Добро пожаловать в клуб. Серьезно? Что? Что Ай. произошло? Они в ось вступились. Кто вступился в ось? Ё-моё. С какой стати-то вообще? Ладно, нормально, слушай, все равно ничего тебе сейчас сделать не может этот Третий Рейх. Так что не парься. Делать? Воюй, захватывай Маньчжурию. Потом, когда Третий Рейх на меня нападет, мы с тобой захватим Третий Рейх. А как там по твоим ДКТ Атташе? Я не могу Атташе отправить. Как там у тебя именно по... С снабжением все По плохо. снабжению? Все плохо, не спрашивай. Красная, да? Как я воевал в Иране и в Афганистане? Да. Понял. А, собственно, а что, можно же сейчас на немца пойти. У меня же есть Литва. Давайте право прохода дам, если хочешь.
Хотел сказать зачем, а потом такой, в принципе, логично, надо бы. Я надеюсь, так со Да и, снабжением. наверное, со снабжением получше будет, да. А сейчас Я знаешь, что могу сделать? Я могу разрешить снабжение с наездником. Во. И тем, кто проходит через свою территорию. Вроде снабжение должно быть. А, да, тебе рисуют, что типа есть снабжение какое-то через тебя. Тупо советские войска по Польше ходят. Падение Ленинграда. Что? Лол. Вот это не ждал. О боги. О нет. О нет. О, Про- да. Паранойя Сталина к такому была не готова. Да, вообще Ну, нет. готов к капитуляции на 5% из-за Ленинграда. Йоу. Они, короче, в котел попались в итоге. Хорош. Ну шо ж, в атаку, сыны Советского Союза. Кёнигсберг будет Жалко, я наш. не вижу, что ты там делаешь. Что, там вообще дивизий в Кёнигсберге нет? Почему? Ну, не двадцатка где-то. 10-15 вот так вот. О, мне кажется, начинает понемножку выдавливать. А, у меня снабжения в Кёнигсберге нет, я понял. А у тебя все? У тебя пропало решение в Да, Короче, я понял. понял о чем-то. Пропало. Мгм. А я в 40-м году только с ними справился. Это я- ты что сделал? А я тупо их спамил, то есть прям подряд. А, то есть ты решение прожимал постоянно, да? Не, решение не прижал, я про фокусы, которые чисто по ветке центра, я никуда больше не отвлекался. Понял. Все. О, французская коммуна. Еще раз? Подожди, у них же уже была игра. Нет, она О. А, там Насьон Францесс восстал. В Париже притом чисто. Это как вообще такое? Как вообще такое работает? А может это подготовленное? А, тут же через шпионов можно теперь это, как его, поднимать восстание Не по-настоящему. сомневаюсь, что это они. Опа. У них Мажино пустое. Ой. Ой. Минус не, Италия. не, они не заступили. Ой, Италия заступилась. Минус Ну, Франция. поминай, как звали в 38-м на Францию нападать. Это, Да, конечно. он ее сожрет, да. сейчас это будет вообще имба. Я тут только закончил с паранойей, называется. Вот новая паранойя для Сталина подъехала. Ты, кстати, можешь помочь Чехословакии через мои провки. Подожди. Румыния? Что началось? Румыния, Чехословакия и бла-бла-бла. Я не знаю, что началось. Но я веду войска на поддержку. Вот она, Польша помогла. И в итоге с помощью Польши мы сейчас спасем и чехов, и всех остальных. Да, что-то как-то у нас скатка пошла весьма своеобразно. В коммунизм как-то весь мир пошел. Ну, как сказать, коммунизм? На самом деле в коммунисты никто и не пошел особо. Особенно из наших... Кёнигсберг выдавливают. Кёнигсберг, давайте, ребятки, выдавите из Кёнигсберга. Они судеты прорвали. Как уже баталия началась. Ты как только Кёнигсберг захватишь, я могу вступить в войну. А самое прикольное, что там сейчас можно давить, и еще и на твоем фронте будем давить. Вступаешься? Ну да. Да, Я сейчас. 21 дивизию к тебе еще приведу. На Берлин, как говорится, Берлин будет польский. Франция Ну еще... да, есть такое. Франция еще жива, главное. Франция жива. Битва за Берлин 2 октября 1938 года. Все, Берлин пал под польским натиском. Практически полностью в руках поляков. Польская армия достигла... Ага. Прикольно. В Греции коммунизм. Ладно, хорошо. Все, котел под Кёльном. Все. Погнали на Италию. Нам нужно Насьон Францесс захватывать, иначе не капитулируют. То есть, Я выступил давай тогда. Насьоном займусь, а ты, Не, я одну пожалуй, на Италию, а 2 туда, потому что все равно там ну давай. снабжения не хватит. Опять же, снабжение надо не забывать. Ну все, они должны капитулировать. Сколько там до капитуляции? Все, они капитулировали. Сколько мы итальянцев тут закрыли, это, конечно, шик просто. В Корсике? Вижу. Он косплеит Наполеона. Ой, боже мой. Прикольно. Я бы на твоем месте не упоролся так сильно, наверное, пока у них вынужденная оборона работает. Это не упарывание, это атака во имя товарища Сталина. Ладно, давай я тогда поддержу. О, нормально. Польские дивизии в атаку идут. Как-то быстро мы Софию покончили, прямо очень быстро. Так она заступилась, потому что зачем-то за не ту страну. Не Такой раскачалась. Муссолини сидит, смотрит на это все. Ну что за И он такой, дурак. я выжил дольше, чем Дуча. Ой, чем Дуча, чем этот. Чем Да, дядя. так и будет.
А, нет, под предводительством великого Сталина. Просто политики плюс 10, поддержка войны в неделю плюс 1% на 180 дней, прикинь. Поддержка коммунизма, еще коэффициент прироста командного ресурса. А гидка под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к новым победам. У нас такая жесть на севере творится. Ну я вижу. Снабжения нет. Е. Цель войны это была имперская Квантунская область, если что, ну так. В итоге мы вот такую вот небольшую каточку провели. Мы, конечно, не хотели так быстро пилить ось, но она заступилась за имперскую Квантунскую область, нам пришлось в итоге пойти на ось, и, как видите, мы неплохо ее весьма распилили. С учетом того, что я воевал обычными двадцатками пехотными, да, тут, кстати, теперь ширину дивизии поменяли, точнее, не саму ширину дивизии, а ширину фронта в разных боях. Но, несмотря на все это, двадцатка до сих пор работает пехотная, она может давить, может решать. В общем-то, не переживайте, сильно прям шаблонами менять здесь что-то не придется. По самому Яишке, в принципе, в самом ролике мы это уже говорили, он стал лучше как-то действовать в окружении, как-то более активным, что ли, стал. Не сказать, что он прям стал супер игроком, но вот так вот понемногу получше он себя стал вести. Это, конечно же, большой плюс. А так, конечно же, придется разбираться со снабжением, потому что во многих регионах его будет не хватать. Кроме того, после того, как ты захватываешь какую-то новую область, новый железнодорожный узел, надо какое-то время, чтобы этот узел начал работать. Так что теперь военные кампании будет вести посложнее, но особенно когда противник раскачается хорошо. Просто нам тут повезло, что ось была слабовата, отвлекалась на Францию, и мы в итоге таким катком советским, польским, чехословацким и румынским влетели и победили. Вот видите, как одно небольшое событие. Польша дала проход Советам, и все. Чехословакия за Советов, Румыния за Советов, и да здравствует великий Красный мир. Но я решил много земель себе не забирать, сделал марионеткой Италию, воплотил проект Желтороссии своеобразный, ну и отдал всю Германию Польше. Не зря же поляки старались и помогли нам. В общем, DLC-шка-то весьма интересная. В будущем ждите немало хороших таких и годных роликов. Здесь очень много путей, по которым можно поразвиваться и посмотреть, как будет мир на это реагировать. А так, еще раз напоминаю, что данный ролик сделан благодаря сотрудничеству с проходами. В описании вы найдете ссылочку на данное DLC, можете его приобрести. Надеюсь, вы будете ждать новых роликов с новыми фокусами, с событиями. Ну и, конечно же, поддержите как этот ролик своим лайком и комментом и подписчикой, так и другие. И не забывайте писать свои идеи и пожелания по поводу того, что вы хотите увидеть в первую очередь. На этом все. До скорых встреч.